Христенко мы в данном случае рассматриваем не так, как министра, мы рассматриваем человека, который обладает определенными сведениями в отношении данного уголовного дела. И поэтому он был приглашен в зал суда. Он не потому, что он министр или занимает какую-то, а он обладал тем сведениями, которые имеются в материалах уголовного дела. Михаил Борисович оговорился, я буду ставить вам глупые вопросы. Потому что всем известно, что нефть в Роттердаме, безусловно, продается по ценам гораздо выше, чем на внутреннем рынке. И это обусловлено двумя факторами, о которых говорил и вчерашний свидетель, и сегодняшний свидетель. И знают все, кроме прокуроров и лица, подписывавшего, очевидно, обвинительное заключение. И относительно цен на нефть. Если говорят о ценах на нефть, то не может быть хищения. То есть в любом случае идет о какой-то возмездности. Прокуроры ставили вопрос также о ценах. Это, опять же, опровергает их позицию, которая постоянно говорит о том, что нефть похищалась. Нефть похищалась, либо она продавалась не по тем ценам, которые устраивали прокуратуру. Вот это совершенно разные вещи на сегодняшний момент. Ну и что касается нефти, что важно следует отметить, что на сегодняшний момент свидетель пояснил, что ЮКОС на тот момент, на момент кульминирования Ходорковского события 98-2003 года участвовали в различных госпостах. И, соответственно, нефтепродукты, которые продавались на территории Российской Федерации, были сделаны из нефти, и этими нефтепродуктами пользуются государственные структуры. Нефть похищалась или нет? Вам бы не показалось, что сегодня Данилкин был на стороне все-таки Ходорковского, потому что он не снимал вопросы? Нет, вопросы снимаю, я не могу комментировать в данном случае, на стороне он не стороне, в данном случае вопросы, которые ставились, они снимались, и не снимались, и давалась возможность задавать вопросы в прокуратуре, только те вопросы, которые задавалась в прокуратуре, еще раз, мне кажется, подтвердили о том, что прокуратура не уверена в том обвинении, которое свидетель конкретно сказал, каким образом может изыматься нефть. Это либо путем врезки, либо путем каких-то технологических процессов, либо это там стихийное бедствие. Но когда вот по 60 миллионов, то нефти не попадает. Просто видели самый важный фактор, самое главное, и все. Первое, что нефть, которая добывалась, она никуда не исчезала. И о таких случаях свидетелю Христенко неизвестно, а именно о случаях исчезновения нефти в размере 60 миллионов тонн ежегодно в период с 1998 по 2003 год. Дальше. Свидетелю Христенко неизвестно о том, что была обнаружена недостача нефти в дальнейшем. Свидетелю Христенко известно, что Михаил Борисович Ходорковский являлся руководителем ЮКОСа. И все непосредственно беседы, которые с ним проводились на уровне правительства, были как с руководителем ЮКОСа.